Всем привет и добро пожаловать на кухню Nordic Balance, где мы с вами вкусно, быстро и красиво готовим. Дорогие друзья, в нашей северной Скандинавии по-прежнему плюс 28-32. Жара неимоверная, и как вот только солнышко уходит, мы сразу же радуемся и не знаем, что такое нам приготовить. В прошлый раз мы с вами делали холодный огуречный болгарский суп. Сегодня я хочу вам предоставить суп из Испании, который называется гаспачо. Пару слов об этом супе. Этот суп был супом для бедных, такой некой, как бы по-русски, наверное, это похлебка называется. Он делался из воды, оливкового масла, уксуса и какие овощи у крестьян были, они это все мелко нарезали и ели с хлебом. Сейчас огромное количество разновидностей гаспачо, потому что все зависит от какого региона, где произрастают овощи, так они и готовят. Мы сегодня сделаем мой любимый рецепт, и он будет готовиться элементарно, опять же, быстро, легко, и этот суп, опять же, вообще совершенно низкокалорийный и очень дешевый. И, как я уже не буду повторяться, сказала, очень быстро готовится. Кстати, этот суп впервые был сервирован в королевском дворе в Испании в 2013 году. И подавался он, как в старые древние времена, в деревянных мисках. Кстати, еще, когда крестьяне выбирали, кто будет делать этот суп, подходили к кому-то из крестьян, говорили: гаспачо, и этот гаспачо шел и готовил эту самую похлебку. Может быть, поэтому и называется этот суп гаспачо. Надо посмотреть. Ну что, приступаем. Что у нас сегодня есть? У меня одна красная луковица, которую я порезала пополам, 4 помидорки черри, которые у нас выросли, 5 зубчиков чеснока, 1 небольшой зеленый перец, красный болгарский перец, сладкий, да, целый, 1 огурец, который я порезала пополам, 2 банки помидоров в собственном соку, ну и, конечно же, для украшения у нас идет базиликум, также оливковое масло. Все по граммам, все вам расскажу, напишу в рецепте. И вместо уксуса я, как вы знаете, использую наш чайный гриб. Это я считаю гораздо более полезным и вкусным. Ну что, приступаем. Открываем наш комбайн. Так, и для того, чтобы хоть как-то время занять, я с вами порежу. Этот лук режу, для комбайна это не нужно его мелко резать, поэтому буквально еще наполовиночку. Так, сюда. Бросаю сюда наши помидорки черри. Так, теперь бросаем наш чесночок. Все вместе, все это хорошо, обязательно меленько протрется. Немножко еще дорезаю перчик зеленый, да. Сюда же отправляем красненького перчика. Некоторые подают этот суп с гренками, да, с белыми гренками, которые можно обжарить на масле оливковом с чесночком. Это тоже очень вкусно, но так как мы с вами все-таки пытаться очень-очень полезно и можем обойтись без гренок. Я подам этот суп вместе со своим вкусным хлебушком, который я сама спекла, и он бездрожжевой, как вы знаете, да. Видели, да, я порубила туда грубо так огурец, и теперь мы отправляем сюда же наши помидоры в собственном соку. Упс. Теперь бы так красиво их отправить. И вторую баночку туда же. Вы представляете, и у нас наш гаспачо уже практически готов. Так, теперь мы отправляем сюда же оливковое масло. Вот так вот, оливковое масло у нас где-то 1 децилитр был. И мой чайный любимый гриб. Как все полезно. Вот так вот. Чайного гриба у меня было где-то 150-200 миллилитров. Ну, конечно же, давайте немножко его подсолим. Соль, как обычно, я покупаю гималайскую, чего и вам советую.
и желаю, потому что это самая полезная соль. Вот, и немного перца. Перец у меня тоже разноцветный, но это совершенно не играет никакой роли, какой вы перец и какую соль вы дадите. Просто я сказала, что более полезно. Ну что, теперь давайте немного пошумим. Надеваем кнопочку и будем шуметь. И смотреть, что будет происходить. Там-тарарам. Вот, мои дорогие, наш суп готов. Все. Вы можете себе представить, на этом и заканчивается наша история с приготовлением супа. Теперь мы просто снимаем чашу, отодвигаем комбайн. Дорогие милые женщины, пожалуйста, не экономьте на технике. Это так все облегчает труд на кухне. Это лучше не купить какое-то платье, честное слово, но купить себе какую-то электротехнику, которая будет помогать вам в ваших домашних делах. Так, можно еще немножко так подсадить. Пахнет совершенно потрясающе. Отставляем чашу. И вот наш суп готов. Можем, видите, он такой вот консистенции. Если вы любите немножечко пожиже, можно сделать пожиже. Но я предпочитаю вот так вот, просто потому что я в конце, когда буду подавать, обязательно добавлю в этот суп пару кубиков льда. В эту жару это просто такой очень-очень-очень хороший лайфхак. Сейчас так можно говорить. Вот теперь мы его набираем сюда. Я иногда гаспачо готовлю, когда у нас много гостей в саду, на ресепшн на какой-нибудь, и подаю его даже в таких маленьких рюмочках. Также гаспачо можно подать и со сметаной, очень даже вкусно будет. И вот украшаем наш гаспачо маленькой веточкой базилику. Если хотите, я попробую при вас. Друзья, это того стоит. Вот и весь рецепт. 3 минуты у меня на это ушло. Очень все вкусно, прекрасно, быстро. Подам я его вот с подсушенным своим хлебушком. И, может быть, немножко добавлю сметаны. Пробуйте, экспериментируйте, не бойтесь еды. Кушайте и стройнейте. Будьте счастливы, посещайте мой канал, подписывайтесь и до новых встреч! Я для вас что-нибудь опять интересное приготовлю. Наверное, я продолжу вот с такими холодными супами в эту жару. Так что не пропускайте, следите и до новых встреч! С вами была любящая вас Виктория. Пока!